Добрый день, друзья! Давайте сегодня выберем с вами уценку. Мы приехали в Леруа Мерлен, город Ростов-на-Дону, на Доватора. И вот такая тележка стоит с цветами, которые стоят 150 рублей. Орхидей много. Нам нужно выбрать несколько орхидей. Одну с совершенно плохими корнями, может быть, их даже и нет там совсем. В общем, одну среднего качества, одна, может быть, попадется хорошего, с хорошими корнями, и спасать там будет-то и нечего. В общем, сейчас я не рассматривала орхидеи, сейчас мы с вами по одной их посмотрим, но не все, конечно, но хотя бы приблизительно, что бывает в уценках. И выберем такую орхидею, с которой мы будем работать. Давайте смотреть. Я их сейчас быстренько все выставлю. Здесь есть и GMP, и голландские орхидеи. Есть и с корнями, даже видно, какие цветочки были. Вот эти одинаковые все орхидеи. Вот и GMP. С гнилыми корнями, с желтыми листьями. Так, ну что, из худшего будем выбирать лучшее. Две орхидеи. Производитель GMP. Вот название этих орхидей. Смотрим, что у нас в горшках. Гнилые корни. Но эти орхидеи, наверное, в магазине уже находятся недели 3. Что нам важно? Нам важно не гнилые корни. Если есть хотя бы один какой-то корешок, который нам поможет, мы, конечно, будем брать такую орхидею. Но самое важное, нам посмотреть на шеи этих орхидей. Начинают листики желтеть от шеи. Вот здесь видно. А здесь один листик совсем отвалился. Один мне там видно желтый, уже сухой. И вот еще один гниет листик. Ну, тоже все желтеет от шеи. Так, сейчас будем смотреть. Надеюсь, что нам разрешат достать орхидею. И посмотреть ее, рассмотреть поближе. Нет тургора у листьев. И как бы нам рассмотреть-то внимательно, что там у нас с шеей. Шея чернеет у основания. Вот брать такую орхидею, это заведомо брать себе головную боль. Потому что сейчас снимем вот этот лист, там будет чернота, и спасти такую орхидею будет невозможно. Даже не потому, что у нее нет корней, а потому что шея черная и гнилая. Резать такую крохотную шею не представляется возможным. Если я ее отрежу, все листики обязательно пожелтеют и отпадут. Поэтому внимательно всегда смотрим на шею орхидеи. Вот это нам не подходит. Вот идет, уже пошел гнилостный процесс. Так, эту оставляем. Так как здесь выбор этих орхидей, аж 6 штук. Надеюсь, что действительно из этих плохих орхидей мы сейчас что-нибудь все-таки подберем. Вот это суховатые корни, а вот это все гниль. Но она может быть не черная, но серая.
Но тоже все гнилое. Давайте еще раз достанем орхидею и посмотрим, подойдет ли нам орхидея с этой шеей. А вот здесь другой вариант. Тоже 2 листика осталось. Но вот эти сухие листья, которые отпадали, не видно, что шея гнилая. Просто все сухое. Но тоже 2 листика всего. Давайте, наверное, вот эту мы с вами и выберем. Откладываем. Вот здесь постоит. А теперь давайте посмотрим вот на такие орхидеи. Вот это была мини-орхидея. Но помните, мы всегда говорим, что мини-орхидеи, они приходят в торфяных стаканах, и торфяные стаканы чаще всего сильно залиты. Вот видите, рассыпается в руках. И вот эти гнилые шеи, вот я вам только что рассказывала, что такое гниль от основания. Видите, что происходит? Начинает гнить шея, отваливаются все листики. При том, что корни, казалось бы, зеленые и хорошие, орхидея развалится вся прямо на глазах. Ну, вы видели, я ее достаю, и она у меня рассыпается в руках. Ну, покупать такую орхидею и ждать от нее детку, ну, это нерентабельно точно. Вот такие орхидеи мы не покупаем никогда. И смотрите, какой большой выбор. Здесь в основном голландские орхидеи. Они уценки, но уценки не потому, что у них сгнили корни, а потому что они отцвели. Вот чаще такие орхидеи значительно в лучшем состоянии. И можно купить хорошую орхидею, и это не будет реанимации. Но бывают разные орхидеи. Особенно у них разный грунт. Вот давайте поднимем вот эту орхидею. Смотрите, какие у нее прекрасные корни. Это не реанимашка. Это чудесная орхидея, которую можно сразу восстановить. Там желтый цветочек у нее был. Не написано, что это и кто это. Что за сорт орхидеи. Но орхидея в прекрасном состоянии. Но даже у таких орхидей обязательно нужно просматривать шеи. Шеи, точку роста. Сейчас вот здесь будет более видно. Вот прекрасная орхидея. Даже кое-где есть раскукленные корни. Просто можно покупать, и через месяц она у вас восстановится и будет радовать вас вот этими желтенькими цветами. А есть, да, и хотела сказать, что здесь грунт, мелкая кора. Очень мелкая, но кора. А вот есть орхидейки, у которых грунт очень похож на сильно влагоемкий торф. Здесь-то еще есть корни, но мы же с вами ищем, чтобы и корней-то не было. Ну, тоже неплохая орхидея. Я думаю, что в точке роста это кусочек коры попал. Шея хорошая, есть воздушных несколько корней, поэтому такая орхидея тоже восстановится и очень быстро. Сейчас найду орхидею похуже. Так. Не это. Так, ну что, вот это самая плохая орхидея. Такой же грунт, как я только что говорила. Есть небольшое количество воздушных корней. И даже если эти корни уходят в грунт, вот здесь он уже гнилой. Начал расти новый листик, но он загнут. Торфяной стакан торчит.
Ну, бедная орхидея. Очень, очень несчастная. Можно взять такую, можно взять такую. Наверное, нам лучше, что хуже. Давайте, наверное, возьмем вот эту и немножко с ней помучаемся. Так. Еще одна орхидея в кокосовый, наверное, грунт. Вот кокосовое волокно. Очень влагоемкий грунт. Но здесь есть корни. Есть корни, какие-то цветы в крапинку. Есть пару воздушных корней. Ой, сейчас посмотрим, какая крапинка. Непонятно, какая крапинка была у цветов. Но то ли есть, то ли нет. Цветок увядает, поэтому не очень понятно, что это было за цветение. Оставляем. Скажем, состояние пограничное. Берем такую, будем пробовать восстанавливать. И одну выберем очень хорошую. Выберем одну хорошую для того, чтобы смотреть динамику. Как восстанавливаются орхидеи. Быстро, долго. В каком они состоянии. Вот выберем сейчас еще 4-ю орхидею и будем за всеми этими орхидеями наблюдать, для того, чтобы понимать, как орхидея восстанавливается сама. Может ли она сама восстановиться после такой длительной просушки, после нахождения практически без света в магазине. Ну, по 3 недели, а то и больше, они здесь простояли. Хорошо, что их не поливали. Это очень хорошо. Корни остаются сухими, и вот такие корни восстанавливать. Ну, просто одно удовольствие. Давайте выберем самую лучшую. Не знаю какую, но сейчас выберем. Ну что, давайте возьмем вот эту орхидею с желтым цветком, которую я уже и показывала. Здесь есть, ну, кажется, что они растущие, эти корни. Ну, все может быть быстро начнут отходить. Может быть, наоборот, закуклят эти корни. И вот такую хорошую. Но еще и желтенькую. Вы же знаете, что я люблю желтые орхидеи. Вот таких 4 орхидеи я выбрала. Всегда помните, что, покупая уценку, мы чаще всего покупаем себе головную боль. Конечно, нам их все жалко, нам их хочется спасти. Иногда это удается, но я вам сегодня показала и такие орхидеи, которых спасти не удастся. Поэтому при выборе обращайте вот на эти нюансы. Всегда особое внимание. Ну что, покупаем, идем оплачивать, а дома уже будем досконально рассматривать каждую орхидею и буду вам показывать их обязательно. Ждем следующее видео. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.